У многих возникали случаи, когда компьютер начинает работать медленнее, чем обычно, выдает синий экран, не запускаются какие-то программы или еще хуже, пропадают важные данные или система виснет на этапе загрузки. Как правило, в подобных ситуациях уходит масса времени на поиск причины сбоя или кругленькую сумму за услуги компьютерных сервисов и выездных компьютерных мастеров. В этом видео я проведу обзор на сборку программ Сергея Стрельца, с помощью которой небольшими усилиями вы сможете самостоятельно выявить причины и устранить большинство проблем, возникающих с компьютером, восстановить утерянные данные, сделать работу с компьютером быстрее, комфортнее и сэкономить кучу времени и денег. Для начала мне понадобится загрузочная флешка или диск с реаниматором. Видео, как его подготовить и где скачать, вы можете посмотреть в описании или в конце этого ролика. Вставляю подготовленную флешку в USB-разъем и включаю компьютер. Во время включения многократно нажимаю клавишу F11 для вызова меню загрузки. Для вашего компьютера или ноутбука может быть другая клавиша, например F12. В появившемся окне необходимо выбрать загрузку с подготовленной флешки. В зависимости от версии BIOS название флешки может отличаться. Например, если ваш компьютер не поддерживает безопасную загрузку, название может быть по производителю или просто USB-девайс. В случае, когда безопасная загрузка поддерживается, в начале названия будет аббревиатура EFI. Рассмотрим оба варианта, потому что стартовое меню загрузки реаниматора в зависимости от версии BIOS также будет отличаться. Первый вариант – запуск в режиме безопасной загрузки. Выбираю загрузочную флешку, жму Enter. Появляется стартовое меню с возможностью выбора вариантов загрузки. Первые два пункта – это операционные системы с необходимым набором программ, которые запустятся без установки на компьютер. Загрузка происходит в оперативную память, никак не затрагивая жесткий диск. Третий пункт позволяет сразу запустить стандартную установку Windows на выбранный жесткий диск. Работает в случае, если на флешке заранее подготовлены загрузочные образы. Следующий пункт позволяет проверить оперативную память на повреждения без использования первых двух пунктов. Второй вариант меню появится в случае, если ваш компьютер не поддерживает безопасную загрузку или включена функция Legacy Mode. И здесь мы увидим более широкий выбор вариантов загрузки и дополнительное меню с возможностью запустить некоторые программы в режиме DOS. Это меню я разбирать не буду, потому что внешний вид DOS для большинства пользователей будет неудобен, и все эти программы есть в сборке в привычном виде Windows 10 или 11. В верхнем меню все то же самое, что и в первом варианте, за исключением возможности выбора разрядности загружаемой оболочки. x86 — это 32-битная система и x64 — 64-битная система. Мой ноутбук поддерживает безопасную загрузку, поэтому я буду использовать первый вариант. Выбирая загрузку с Windows 10, жму Enter. Вы можете выбрать 11-ю версию, набор программ ничем не отличается. В случае, если загрузка файлов происходит медленно, это говорит о том, что используется медленная флешка. Напоминаю, что данная система грузится в оперативную память. И если есть потребность, чтобы все грузилось побыстрее, просто нужно выбрать флешку с более высокой скоростью. После успешной загрузки появится рабочий стол, на котором уже будут вынесены ярлыки некоторых программ. Я же сразу перехожу в пуск, выбираю программы WinPE. Появится внушительный список категорий, в каждой из которых будет набор программ, которые я и буду использовать для достижения нужной цели. Чтобы иметь более детальное представление о возможностях этой сборки, я коротко расскажу о каждой категории, а уже как использовать эти программы я сниму отдельное видео. Первая категория – бэкап и восстановление. Здесь собраны программы для резервного копирования данных, полного клонирования операционных систем, формирования загрузочных образов с последующим развертыванием их на другой компьютер или жесткий диск. В следующей категории собраны программы для работы с жесткими дисками, незаменимы для правильной разметки, создания разделов, смены формата или загрузочной записи, например, SMPR на GPT, без потери данных. Далее очень важная категория – диагностика. Включает в себя огромное количество инструментов для полной диагностики компьютера. Замерить температуру компонентов материнской платы, наличие повреждений на жестком диске, узнать лицензионные ключи программных продуктов, проверить оперативную память и многое другое. Все это можно сделать, используя этот комплекс программ. Следующая категория включает в себя программы для альтернативной установки Windows. После этого комплекс вспомогательных программ в случае, если потребуется сетевое подключение или интернет. Следующая категория – комплекс программ для предоставления удаленного доступа. Очень пригодится в случае, если у вас что-то не получается и необходимо привлечь более квалифицированного специалиста.
Далее категория, которая включает в себя различные инструменты для восстановления утерянных, удаленных или зашифрованных данных. После этого переходим в категорию форматирования. Эти программы пригодятся в случае, если флешка не работает и ее нужно восстановить, или необходимо снять атрибут безопасности. В категории утилиты целый комплекс инструментов для оптимизации и настройки Windows. Следующая категория – сброс паролей. Пригодится в случае, если вы забыли пароль и его необходимо восстановить, заменить или сбросить. Далее небольшая сборка для редактирования и восстановления загрузочных записей. Могут пригодиться в случае, если Windows выдает ошибку во время запуска и подготовки загрузочных разделов. Следующий раздел предназначен для дефрагментации HDD-дисков или оптимизации SSD-накопителей. Программы в остальных разделах большинству пользователей уже известны, и для диагностики и устранения неполадок с компьютером они мало чем могут помочь. Поэтому и рассказывать о них не вижу смысла. Но если кому-то нужен разбор этих программ, пишите об этом в комментариях. В следующем видео я покажу, как создать клон системы со всеми настройками, программами и данными с последующим переносом на другой диск. Это отличное решение, если вы решили поменять компьютер или установить диск с большим объемом памяти, а заново устанавливать программы, делать настройки Windows и переносить данные очень не хочется. Да и просто иметь резервную копию своей системы еще никому не навредило. Благодарю за просмотр, за то, что не забывайте ставить лайки. Скоро увидимся.